Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю универсальное сдобно-дрожжевое тесто без яиц, которое отлично подойдет для приготовления булочек, пирогов, плюшек, рогаликов и прочих изделий. Это мое любимое дрожжевое тесто, так как выпечка из него всегда получается очень пышная и ароматная. Рецепт стабильный и рабочий, так как используется мною уже в течение многих лет, а булочки радуют пышной формой и великолепным вкусом. Обязательно досмотрите видеорецепт до конца, где я покажу, насколько пышные, как пух, булочки получаются из сдобно-дрожжевого теста. По данному рецепту сливочное масло мягкое, молоко теплое. Для пары 100 грамм теплого молока вливаю в отдельную емкость. Добавляю 5 грамм сахара от общего замеса и перемешиваю. Добавляю дрожжи и тщательно перемешиваю, чтобы дрожжи полностью растворились в молоке. Добавляю 10 грамм муки от общего замеса и перемешиваю до полного растворения всех ингредиентов. Убираю в теплое место на 30 минут, предварительно накрыв пакетом. В оставшееся теплое молоко добавляю сахар и соль. Перемешиваю до полного растворения. Опара очень хорошо поднялась пышной шапкой. Добавляю опару в молоко и всыпаю муку. Перемешиваю массу до образования теста. По мере вымешивания тесто становится очень плотным, я продолжаю вымешивать его руками. Добавляю растительное масло. В качестве растительного масла у меня кокосовое рафинированное, но вы можете использовать подсолнечное масло, масло авокадо или любое другое масло с высокой точкой дымления. Продолжаю вымешивать тесто, чтобы масло полностью вмешалось в него. Обычно я вымешиваю тесто крючками миксера, но для наглядности демонстрирую вариант замеса теста, если у кого-то миксер отсутствует или нет в наличии специальных крючков по тесту. Вымешанное тесто растягиваю в небольшой пласт и смазываю сливочным маслом. После каждого смазывания тщательно вымешиваю тесто, чтобы масло полностью вмешалось в дрожжевое тесто. Необходимо 3 раза вытянуть тесто, смазать и вымесить. Таким образом я 3 раза растянул, смазал и вымесил тесто. Тесто убираю снова в чашу, накрываю пакетом и убираю в теплое место на 1 час. Спустя час дрожжевое тесто хорошо поднялось очень пышной шапкой. Это говорит о том, что любые изделия, приготовленные из него, будут очень пышные и нежные. Давайте я сейчас покажу, какие вкусные булочки можно получить из сдобно-дрожжевого теста. Не вымешивая тесто, начинаю его растягивать руками в колбаску. Длина колбаски не принципиально важна, главное, на какое количество булочек вы его хотите поделить. Я обычно делю все на 16 булочек, начиная с середины колбаски. Если хотите большие булочки, можете разрезать колбаску на 8 частей. Из каждого кусочка формирую заготовки в виде булочек. Друзья, буду очень благодарен, если поставите лайк на это видео. В целом у меня получилось 16 булочек по 50 грамм. Если одна булочка тяжелее другой, просто отщепите от нее тесто и вместите в недостающую заготовку. Напротив предварительно выстиранной пекарской бумагой выкладываю все заготовки, при этом еще раз округляя их в ладонях. Любой целлофан, пакет или плотный материал совсем немного смазываю растительным маслом, чтобы заготовки не прилипли к нему. Для растопки накрываю целлофаном сверху, чтобы не было сквозняков, и оставляю в теплом месте на 30 минут. Растойку дрожжевого теста в духовке я описал в рекомендациях к этому рецепту. Для румян в 1 желток добавляю 30 грамм молока и перемешиваю. После растойки заготовки значительно увеличились в объеме и стали очень пышные. Заготовки смазываю желтком с помощью кисточки. Убираю противень с тестом, разогретую до 180 градусов в духовку на 20 минут. Готовность выпечки проверяйте шпажкой или на упругость, не вынимая противень из духовки. Друзья, вот такие румяные и очень пышные булочки из сдобно-дрожжевого теста у меня получились. Это настолько вкусное, нежное тесто, что при разламывании оно просто распадается на сдобные лохмотья. Это очень знакомый вкус детства, такие же булочки готовили в советское время в различных кулинариях и школьных столовых. Обязательно приготовьте сдобно-дрожжевое тесто и творите свои вкусные изделия, радуя семью домашней выпечкой. Рекомендую подавать булочки из сдобно-дрожжевого теста горячему чаю. Спасибо, мои дорогие, за вашу подписку, лайки, комментарии, тем самым вы продвигаете канал.